Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина Лыкина. В этом видео я хочу показать, как связать вот такую подставочку. Также ее можно использовать как основу для круглой сумочки. У меня на канале есть подробнейшее видео о создании подставок без использования вязания. Ссылочка для вас на данное видео будет в описании. В моем мастер-классе мы будем вязать из джутового волокна. Это халва XL и халва толщина нити L. Канат толщиной 8 мм, шпагат толщиной 3 мм. Ссылочка на производителя данной пряжи будет для вас в описании под видео. Там же вы найдете промокод на скидку 5%. Для вязания понадобится крючок номер 4, а также маркер и ножнички. Если у вас будет другая толщина пряжи, то используйте крючок, подходящий именно для вашего материала. Ну и давайте приступим. Прежде чем мы приступим к вязанию, нам необходимо подготовить канат. Он состоит из 3 нитей. Каждую из них мы срезаем под углом, отступив между ними около 2 см. Так мы избежим утолщения в самом начале, и переход этот будет от тонкого к основной толщине каната. В самом начале мы делаем кольцо амигуруми. Делайте привычным для вас способом. И теперь в это колечко я провяжу 6 столбиков. Захватываю сюда ниточку, получила рабочую петлю. Захват рабочей нити и провязываю первый столбик, он же подъемный, его я тоже считаю. Первый, ввожу опять крючок в кольцо, провязываю второй, третий, четвертый, провязываю сейчас пятый, и мне остается провязать шестой. Его я тоже провязала. У меня получился вот такой хвостик, за него я тяну, затягивая это кольцо. Дополнительно расправляю здесь все петли и опять затягиваю это кольцо. Затянуть нужно максимально, чтобы в дальнейшем у вас здесь отверстие не образовалось. Мне вот этот хвостик сильно длинный, поэтому я его обрежу. Оставлю около 5 сантиметров. Его я буду ввязывать вот сюда в мое вязание. Вяжем второй ряд. Нахожу здесь первый, и вот он второй столбик. Между ними сверху вот такая петелька. Все последующее вязание мы будем захватывать вот эту петлю, состоящую из 2 ниточек. Под нее я ввожу крючок, укладываю этот хвостик, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю ее. И на данном этапе мне необходимо уложить сюда мой подготовленный канат. Беру и скручиваю, как он должен быть у меня. Вот так. И оставив небольшой хвостик, укладываю вот таким образом. Сюда же уложу хвостик этот. Захватываю рабочую ниточку и протягиваю ее через все петли. На данном этапе необходимо повесить маркер. Повесим мы его перед вот этой петлей, которую сейчас, перед этим столбиком, который сейчас провязали. Тот, что столбик мы сейчас провязали, это первый в нашем во втором ряду. Будьте очень внимательны. Вот эти ниточки мы спрячем в самом конце вязания. Далее мы будем ввязывать этот канат, укладывая вот таким образом. Вяжем, опять же повторюсь, за вот эти петли. Сейчас в каждую такую петлю нам необходимо провязать по 2 столбика без накида. Я здесь уже первый провязала, ввожу крючок, захватываю рабочую ниточку,
вытягиваю ее и провязываю столбик без накида. Перемещаюсь в следующую точку, в следующую такую же петлю, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю ее, все здесь поправляю и укладываю, и провязываю первый, и в эту же точку я провязываю второй столбик. Так я вяжу до конца ряда. Очень важно контролировать еще следующий момент. Когда мы вытягиваем эту петлю, мы ее располагаем как бы на ребро нашего каната, чтобы не стянулось наше вязание. И продолжаем вязать по 2 столбика в каждую петлю основания. Всего таких точек у нас будет 6. То есть так как у нас в первом ряду было 6 столбиков без накида провязано, соответственно, здесь у нас во втором ряду будет 6 точек, в которые мы провяжем по 2 столбика. Таким образом, в конце вязания у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Это общее число. Я дошла до той точки, где у меня располагается маркер. Это последняя точка, в которую я провяжу 2 столбика без накида. Здесь я захватываю вот эти ниточки, которые выходили у нас в самом начале. Нахожу точку, где у меня висит маркер, и в эту петлю провязываю 2 столбика без накида. Приступаем к вязанию третьего ряда. На данном этапе снимите маркер, потому что он будет мешаться при дальнейшем вязании. Следующий столбик мы провяжем в следующую петлю, укладывая также наш канат. Нашла следующую петлю и провязываю первый столбик без накида. Теперь мне необходимо опять зафиксировать маркер, получается, перед этим столбиком. Это у нас граница наших рядов, и в каждом ряду нам необходимо проделывать данную манипуляцию. В третьем ряду мы повторим такие же прибавки и провяжем в каждую точку по 2 столбика. Здесь я провязала уже первый, и сюда же провязываю второй столбик без накида. Так я вяжу до конца ряда, в каждую вот эту петельку по 2 столбика, и вяжем до маркера. В конце третьего ряда, там где висит маркер, мы провязываем последнюю прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Снимаем маркер. И теперь мы переходим на вязание четвертого ряда. В четвертом ряду у нас между прибавками, вот такими, теми, что мы вязали раньше, добавится один одиночный столбик. Самый первый мы провязываем одиночный. То есть это первый столбик в нашем четвертом ряду. Перед этим столбиком на верхнюю петельку мы повесим маркер. Далее будем следовать схеме. Один я провязала, в следующую точку я провяжу 2 столбика. Далее опять провяжу 1, опять провяжу 2. Так я буду чередовать до конца этого ряда. Очень важно укладывать канат поверх вот этих петель, чтобы он у вас не закруглялся вовнутрь. Также контролируйте, чтобы вот эта косичка из петелек лежала примерно по центру, то есть на ребро нашей вот этой заготовочки. В конце четвертого ряда, там где у меня висит маркер, мне необходимо провязать
прибавку, состоящую из 2 столбиков. Я провязываю и снимаю маркер. Мы переходим на вязание 5-го ряда. Здесь у нас опять увеличится промежуток, и во всех последующих рядах у нас будет увеличиваться промежуток между прибавками. Если в 4-м ряду у нас была один столбик промежуточный, то в 5-м ряду у нас будет 2 промежуточных столбика. Так как я здесь сделала прибавку, то следующие 2 столбика я провяжу одиночных. Вяжу первый, это первый столбик нашего ряда, перед ним, как обычно, мне необходимо зафиксировать маркер, и провязываю второй столбик. Далее провяжу прибавку, состоящую из 2 столбиков, и буду также чередовать, как и в предыдущем ряду. Сейчас я провяжу 2 одиночных. Далее у меня по плану прибавка, состоящая из 2 столбиков в одну точку. Далее опять 2 одиночных, прибавка, и так мы чередуем до конца этого ряда. 5-й ряд завершаем провязыванием там, где у нас висит маркер. После 2 одиночных столбиков я провязываю 2 столбика в одну точку. Снимаем маркер. Я надеюсь, вы уже привыкли к тому, что его надо постоянно перемещать. И переходим на вязание 6-го ряда. Здесь у нас, как обычно, добавится 1 столбик без накида между прибавками. То есть, если в 5-м было 2 промежуточных, то в 6-м ряду увеличится на 1. Соответственно, мы провязываем 3 столбика одиночных. Провязываю первый и не забываем повесить маркер на верхнюю петлю перед этим столбиком. Провязываю 3 одиночных столбика. Далее я буду делать прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. После я опять сделаю 3 одиночных столбика, это промежуток, и повторю прибавку. То есть сейчас я довязываю 3-й и вяжу прибавку, 2 столбика в одну точку. Так я чередую до конца ряда, и все последующие ряды я выполняю по такому же принципу. То есть у нас в каждом последующем ряду будет промежуток между вот этими прибавочками увеличиваться. Соответственно, если в 6-м у нас 3 точки, то в 7-м ряду я провяжу 4 точки без прибавок, то есть 4 столбика, и так далее на увеличение. Сразу после маркера мы провязываем промежуточные столбики, а потом уже выполняем прибавку и чередуем до конца. Так мы будем повторять до необходимого диаметра нашего круга. Когда вы связали необходимого диаметра заготовку, кстати, это может быть даже и донышко для корзины, то необходимо завершить вязание тем же способом, что и начинали. Канат срезаем такой же ступенькой под углом и продолжаем ввязывание каната до того момента, пока он не закончится, то есть до той точки, где у нас висит маркер, соблюдая все прибавки, которые у вас запрограммированы в этом ряду, в том, которым вы провязываете крайний ряд. В самом конце, где у вас маркер, то здесь мы его снимаем и провязываем
В моем случае у меня здесь должна быть прибавка, поэтому я ее здесь тоже провязываю. Следующие мои действия — это нужно соединиться с вот этой линией. Я в следующую после провязанного ввожу крючок в следующую петлю, захватываю рабочую ниточку и провязываю соединительный столбик. И вот такая заготовка у меня получилась. Следующим можно обвязать, либо просто обрезаем ниточку и прячем ее в полотно. Размер данной заготовочки у меня получился 21 сантиметр. И для того, чтобы связать такого размера блинчик, вам понадобится провязать 7 рядов по спирали, а также чуть больше 2 метров 8-миллиметрового каната, и 3-миллиметрового шпагата понадобится около 100 граммов. Это самый простой метод вязания по спирали. Я от всей души с вами им делюсь и надеюсь, он вам обязательно пригодится в вашем вязании. Особенно учитывая тот факт, что я готовлю для вас целую серию мастер-классов с вязанием данной заготовки. Благодарю за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал, оцените это видео и до новых встреч!